Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, за теплые слова. Благодарю вас. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, расклад общий не забываем, нужно любить себя, искать себя и никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада звучит так. О чем плачет его душа? Давайте подумаем о мужчине, на которого вы хотели бы посмотреть этот расклад, сделать этот расклад. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Назовите его имя, какой он. Если сейчас срезонирует, очень на него похоже, то смотрим расклад до конца. Один вариант. Какой мужчина? Уставший. Ладно, павлин устал. Вышла карта павлина. Человек ждет чего-то нового, прекрасного в свою жизнь. В ожидании того, что это ворвется в его жизнь. Это в большей степени касается любовной сферы. Тут как будто бы человек, может быть, давно мечтает уже о том, чтобы почувствовать себя живым, наполненным. Вот карта темперамент, страсть, гармония. Так. И опять эта гармония вышла. Не хватает ему этого сейчас, на данный момент. Страсть. Давайте. Так, я уточню. Белая ворона в этом раскладе. Это он, белая ворона, или у него тут страстью он пылает к какой-то женщине? Белой вороне. Белая ворона это мужчина этот? Какая-то женщина? В чем это вообще? А так интересно, знаете, тут мужчина мог повстречать женщину, то есть уже это она есть в его поле-огороде, он ее уже встречал раньше. Тут насчет того, что он ждет, что что-то прекрасное войдет, влетит в его жизнь, это может быть, если там, допустим, в ссоре он с какой-то женщиной, допустим, да, то тут он не ставит крест. Тут троеточие в этой истории. Он хотел бы, чтобы вновь, может быть, судьба как-то свела их вместе. Его и еще какую-то женщину, да, и опять страсти тут какие-то забурлили. По этой белой вороне в большей степени, знаете, как будто бы он увидел в женщине вот эти вот проявления. Она не похожа ни на кого. Она... Ну, тут она его впечатлила. Рядом с ней он чувствовал себя, вот карта гармония. Не знаю, он себя ощущал, с одной стороны, это страсть, с другой стороны, вот как будто нашел свою, ну давайте так, вторую половинку, как будто человека родного. Вот, может быть, ни в ком он не встречал таких каких-то черт, которые отчасти он ассоциирует эти, ну, как будто бы вот, что у него эти, может быть, черты, они у него есть, присутствуют. Может быть, видение мира, может быть, какое-то мировоззрение, да, вот, философский какой-то взгляд на мир. Тут вот что-то такое. Может быть, он даже в первое время к этой женщине присматривался, как подстраивался по карте собака. Тут вот в роли друга выступал. И тут как-то, тут я так тут даже затрудняюсь. Тут такая история какая-то, знаете, как будто бы с этой женщиной не совсем как, не так, как с другими. Те сценарии, которые, может быть, для него легко проигрывались. Тут карта воровство, ключик подобрал, да. Воровство это, как правило, ну, знаете, пришел, взял то, что хотел, особо не вкладываясь и ни за что не неся ответственности, да. Ключик он подобрал легко, как будто бы ему было подбирать ключики чуть ли не к любой женщине.
и любые трудности обходит, да, хитрая лисичка. Ну и тут карта, видите, всадник. Всадник это прискакал, то, о чем я говорю. По нижним чакрам легко, страсть, все получил и ускакал назад. А тут первая карта у меня идет святая вода. Тут как будто бы такие сценарии с ней, ну, то ли не прокатили, то ли в принципе тут были какие-то постоянные трудности вот с реализацией вот таких форматов. Может быть, сейчас он о ней собирает, тут карта метла, какие-то сведения, сообщают ему они какие-то интересные факты там, ну, факты не факты, но метла это сплетни, больше сплетни даже. В общем, интересно, какая-то такая сигнификация, она не совсем обычная. О чем еще? Так, ну, характеристика на него павлин, девочки, это вы уже хорошо эту карту знаете. Ну, где-то самовлюбленный мужчина, который привык свои достоинства распиаривать, да, где-то какие-то достижения, что-то, то, что ему хотелось бы, чтобы не прошло незамеченным, он это подчеркнет. А в свою очередь там какие-то недостатки, которые есть у каждого из нас, да, он будет тщательно скрывать. То есть даже может идти за ним как шлейф из каких-то непонятных мутных историй, но он тут сознательно прикладывает усилия для того, чтобы вы не узнали раньше времени об этих историях что-либо, а его, может быть, в каких-то поступках, проявлениях. Ну, вот такой товарищ, ну, очень себя любит, в себя вкладывается. Ну, такой. Себя на пьедестал ставит. Так, вот это почему он такой уставший тут? Почему? Ну, вышла у меня карта безденежье, зелье. Ну, знаете, тут как будто бы разочарование у него. С одной стороны, материально хотелось бы лучше, да, улучшить положение. Может, прикладывает усилия, старается там изо всех сил, а пока какой-то уровень, который он там себе запланировал, не может достичь. Или, может быть, расходы превышают доходы. Он может и неплохо зарабатывать, но, знаете, аппетит во время еды растет, да. И тут карта зелья, он показано, как будто сейчас нет у него ощущения того, что, как будто бы, знаете, настоящая любовь, истинная любовь, то ли сейчас он в этом находится, то ли, ну, как будто бы карта зелья это кубок с любовью должен быть, да, а тут в этом кубке у него сейчас по факту как отравленная любовь, отравленное вино, суррогат какой-то. Ну, тут что-то он как будто бы устал уже. Хотелось бы ему, чтобы у него и в любовной сфере было лучше, и в материальной сфере лучше. Вот тут как в ожидании находится человек. Такой у меня мужчина вышел, такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. О чем плачет его душа? Так, выскочила у меня карта алкоголя, ну не знаю. Может злоупотребляет, может пытается, это вот, знаете, как тяжелый камень на душе лежит, мысли какие-то не дают покоя, вот пытается алкоголем приглушить, да, опять сплетням. Несколько раз уже эта карта сплетен. Так, о чем плачет его душа? Хотела сказать, а прикольно, да? Слово такое, прикольно. Если сейчас выйдет, что его душа плачет. Хочу денег больше, хочу должность какую-то занимать, круче. Так, зверь, он же дьявол, да, выпал у меня. Хочу несметных богатств, сокровищ каких-то, да. А любовная сфера приложится сама. Будут деньги, все будет, да. Вот я просто говорю, как бывает, да, иногда. Мы вкладываем одно понятие, значение, да,
О чем плачет его душа? Его душа может плакать абсолютно о другом. О чем же его душа, его замечательная, плачет? Так. О чем плачет его душа? Начинаем. О какой-то княгине плачет его душа. Это же надо, прям молится, наблюдает, медитирует, постоянно погружается в воспоминания. Ну, тут, кстати, и этот золотой телец тоже. Ну, материалка тоже тут есть. Сейчас буду уточнять. О чем же плачет душа этого мужчины? Угу. Интересно. Так. Такое состояние, сейчас я уточню. Тут изображена девушка, которая уже в ее жизни был болезненный опыт, да, ее могли обидеть, попытаться обидеть, да, и она уже тут впереди себя держит такой кинжал. Это говорит о том, что она уже особо не верит, особо не настроена распахивать объятия и свое сердечко открывать, да, как будто бы она уже лишний раз будет перепроверять, в общем, не будет такой наивной и доверчивой. Давайте я уточню, это его сигнификация или это тут сигнификация какой-то женщины? Как будто бы идет. Так, о чем поет его душа? Так, вот эта карта, это относится к этому мужчине, его вот такое восприятие жизни. Ага, ну да. О чем это? Подчинен. Чему ты подчинен? Дьяволу подчинен. Угу. Тут, знаете, вполне возможно, если в прошлом, смотрите, как карты повторяются. Тут всадник, вышла у меня карта лиса, да. Тут еще вышли у меня какие-то темные истории, которые, ну, сами понимаете, всадник, это я уже озвучила. Это мужчина мог как-то себя так проявлять. Вот когда хотел, тогда прискакал, получил ту женщину, которую хотел, особо, ну, не вкладываясь и особо не заботясь о ее там чувствах, эмоциях, как она себя будет дальше там ощущать. Ни к чему не ведущие встречи. Карта леса, какая-то хитрость, при этом все по карте замок, это было все скрыто. Желательно, чтобы об этих его каких-то похождениях мало кто знал. И тут карта проигрывается подчинение дьяволу. То есть хочу вот, в моменте, я так себя веду. А тут в конце карта лед, вот на этого дьявола ложится. То есть уже как будто бы эти форматы тут ну, не особо у него проигрываются. Он их, может, и не в полной мере может реализовать. Тут я даже, ну, у меня язык не поворачивается сказать, конечно, что встреча с какой-то женщиной заставила, может быть, посмотреть на себя, на вот эти вот его поступки. По-другому он как-то посмотрел на это все. Может быть, даже как-то приоткрылся этот замок, там, который он там вот навешивал, не хотел, чтобы об этом знали. Может быть, какая-то женщина, которая для него близка, дорога, которой он увлекся, да, не буду говорить, что там полюбил, влюбился, но увлекся он какой-то женщиной, он не хотел, чтобы она знала об этих его там похождениях, о его, может быть, манипуляциях, об его манере, как вот тут, как он себя ведет, да. Карта замок. Вот вполне возможно, этот замок открылся, и она узнала откуда-то о его этих, ну, не очень таких, я даже не знаю, как сказать, в общем, своеобразных этих похождениях. Так, тут такое, как будто бы и он сам уже, может, лишний раз старается, ну, где-то, как лишний раз, прежде чем что-то ты поддастся на какие-то искушения, тут он будто бы может присматриваться. Я даже не вижу, что он тут особо как бы с кем-то тут это сейчас проворачивает. Тут вот мне идет как влияние какой-то женщины. Может быть, даже у него и хотелось бы так, как раньше, чтобы все было легко, задорно.
а оно что-то у него совершенно все не так. Тут какое-то переосмысление произошло в его жизни. И я не могу сказать, что он от этого счастлив. Оно, ну, тут как влияние кармические партнеры, да, вот встречаетесь вы с каким-то партнером, и рады вы, не рады, и хотите, не хотите, а вы все равно меняетесь. И вот взять вас до встречи с ним, это один человек, а после встречи, через какое-то время, это у вас идут глубинные изменения. И он, может, этого не хочет, и вы не хотите. Вот так задумано, так случилось. И это происходит. Это метаморфозы, эти превращения, они идут, идут, идут под воздействием, вот, может быть, вот встречи. Вот такое глобальное, как будто бы, значение эта женщина, она в его жизни вот уже сыграла, играет. Может быть, даже не будет у нее с этой женщиной ни брак, союз, там, деток ни совместных, но вот эта встреча с этой женщиной, она сейчас как будто бы формирует его, да? Даже если он там уже в сознательном в каком-то возрасте, я имею в виду зрелом, но все равно вот он меняется. Так, ну тут у меня идет тут влияние опять этой женщины, она для него муза, яркая, харизматичная, очень красивая, талантливая, аналитически наполненная, тут посланник высших сил. Может быть, даже у нее где-то он даже ее идеализирует, да, вот как понимает, что какое-то влияние то, которое на него оказывает, он как меняется личность его. Вот тут даже так. Так, штормит его, плачет душа, понятно, тут штормит его, тут эмоциональные качели по поводу этой женщины. Может быть, повторюсь, знаете, уже как характер, модель поведения его, это все сформировано, и тут это все вот как вразрез идет с его образом жизни. Но тут он постоянно погружается в воспоминания, взаимодействие с этой женщиной. Но тут карта письмо, новости по поводу этой женщины, может быть, по поводу возможности там, построения взаимоотношений с ней, с этой женщиной, они как будто приносят ему боль, разочарование. Но нет такого, знаете, что это обнадеживает его, и у него тут так, знаете, крылья раскрылись, и он полетел, и он счастлив в предвкушении. Нет, тут энергетический пробой. Именно какое-то сообщение по поводу этой женщины, может быть, там он узнал, что она не свободна, или что она сделала свой выбор, но не в его сторону, или может быть, тоже какие-то такие новости говорят о том, что, может быть, очень мало шансов им быть вместе. Тут вот как-то так. Так, о чем поет его душа? Он видит ее княгиней. Поет, плачет. У кого-то поет, а у кого-то плачет. Карта княгиня. Женщина уже, как вам сказать, женщина уже достигла чего-то, я имею в виду, какие-то у нее есть уже свои достижения. Там у кого-то карьера, может быть, замужем, у кого-то уже там состоятельная, в социуме реализована. Вот тут в большинстве, в любом случае он довольно-таки высоко ее оценивает. Видите, тут женщина в таком роскошном одеянии, корона на голове. Он ее так считывает, очень достойная. Так, тут постоянное наблюдение и постоянное, повторюсь, еще как погружение. Он погружается и вспоминает, как было в прошлом. Может быть, даже какие-то там, сами понимаете, эротические моменты, да. Она его волнует, она его притягивает. Сейчас я уточню молитву, прям. Это он прям молится. Вышла карта воин. Знаете тут о чем? Тут, скорее всего, я не буду прям так голословно говорить, что он тут в молитвах, да, с утра до вечера. Но вышла карта молитва, я спрашиваю, это он молится? И вот тут вышла карта его воин. Скорее всего, у него тут идет, знаете, ощущение того, что все-таки по карте воин это человек, который разрушает, не созидает, а разрушает. Может, идет как анализ и четкое понимание того, что он своими руками мог развалить, разрушить
взаимоотношения, приложить тут такие, знаете, как усилия не в плане того, чтобы улучшить взаимоотношения, выстроить их как-то, а наоборот, своим каким-то поступком, поведением, словом каким-то. Вот в момент, как человек разрушил, то тут может даже вот вплоть до того, что обращаться, правда, к Богу, за подсказками, как лучше, как лучше себя дальше, может быть, с этой женщиной, как себя проявить. Зачем сердце? Ну, тут человек, он говорит, я люблю, но карта унижения, это он женщину унизил. Какая-то история такая некрасивая. Он мог себя очень, ну давайте так, некрасиво себя повести. Тем самым он мог обесценить эмоции этой женщины. В принципе, как будто бы, может, у кого-то предательство, у кого-то женщина для себя осознала, что нет, я с таким мужчиной не хочу дальше быть или выстраивать отношения. Тут предательство у кого-то могло проиграться. Он говорит, очищение. Карта вышла. И в идеале я бы хотел, чтобы вот как с чистого листа, то ли все началось, эта любовная история, то ли женщина как бы забыла о его каком-то вот этом поступке или его там поведении. Вот как-то так. Может быть, постфактум у него тут даже эмоции его накрыли. Все-таки карта любящее сердце. Ну да, это он, это его эмоции, я специально уточнила. А вот смотрите, княгиня из одной колоды, а вышла князь из другой колоды. Ну да, он эту женщину любит. Ну да, тут обращается все-таки к Богу. Ведьма ведающая. Так интересно, он называет эту женщину, ну, тут ведьма ведущая, обладающая тайными знаниями. Женщина, может быть, увлекается эзотерикой, и в идеале ему бы очень хотелось, вот так вот, ему хотелось бы, чтобы эта женщина, ну, вы, наверное, я так думаю, сами чуть ли не проявились к нему. Так вот сложилась ситуация, что как будто бы вы пришли там, может быть, с какой-то просьбой, может быть, вас столкнула судьба, и вы сами проявились как-то. Это было для него идеально, вообще идеально. Но при этом он все понимает, что тут карта тучи, воровство и воительница. Он понимает, что вы уже, скажем так, не наивная, недоверчивая. И вот эти форматы по карте воровство, опять-таки, ну, получить все, что хочешь, и ускакать, и ни за что не нести ответственности, уже так не прокатит. Воровство вот это не прокатит, вы уже не дадите ни пользоваться собой, ни, в принципе, в иллюзиях пребывать. Вы уже тут тоже с мечом, то есть вы оборону держите, в любой момент вы можете, ну, скажем так, ну, эмоции вы под контроль уже научились брать и четко, рационально мыслить. Тут видите, он воин, а вы уже тоже воительница. Как будто бы вы, ну, даете своим видом ему, показываете всем своим видом, что меня уже не обманешь, я уже не та наивная девочка, которая была раньше. Как-то так, девочки. Тут вот все-таки еще спрошу по поводу этого золотого тельца. Это о чем плачет его душа. Семья. Проблемы еще в семье. Материальные проблемы. Может быть, ну, не хватает там, может, ребенок или детки там где-то обучаются, нужны какие-то траты. Если он не свободен, есть там супруга, то тоже хотелось бы больше супруги, может быть, материальных средств. Проблемы материальные в семье с деньгами. Тут хотелось бы лучше, опять-таки. Может быть, больше зарабатывать. Ну да, тут эгоизм чей-то. То, о чем я говорила, аппетит приходит во время еды. Затраты могут быть, вот эти расходы большие. Все, вот такой мне сегодня расклад, девочки, получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.